хреново с деньгами там. Последняя вечериночка. Ну все, прибыл я на базу. Вода воняет. Say your new word, what you understand today from Russia. Короче, учим русский. Привет, дружище. Вот я и переехал. Новый этап моей жизни. Также, когда я уезжал на Бали, я принял решение выйти из зоны комфорта и уехать. Третий день аскезы, как я бросил пить, курить и заниматься ерундой в Инстаграме. Сегодняшнее утро началось довольно-таки необычно, хочу поделиться. А началось оно с того, что я проснулся, и я не чувствую своих рук. Просто я не чувствую своих рук. Левую еще более-менее как-то, правую я ее не чувствую. То есть я вот вижу ее, я пытаюсь ее пошевелить, а я не могу. И в этот момент вот реально я осознал, что мы вот не есть наше тело. То есть мы, ну и вообще насколько важно все-таки ценить то, что у тебя есть руки, ноги и так далее. Потому что в какой-то момент у меня была паника, что все, я не чувствую руку. Я просто не чувствую правую руку, у меня ее нет больше. Но потом кровь прилила, пощипала, поколола, и все наладилось. Я не знаю, как так вышло, вроде спал удобно. Но вот суть в том, что нужно ценить наше тело. Но и опять же помнить, что мы не есть наше тело. Это так глубоко. Сейчас помедитировал просто. Теперь внедряю это в свою жизнь. Визуализация, медитация. Потому что я это внедрял до того, как я вообще в принципе пришел к такому вот успеху там, в финансах, в инвестициях. Там, в общем, начал как-то зарабатывать. Но что меня как раз таки и опрокинуло назад, что почему, то есть вот сейчас у меня хреново с деньгами, там, то есть, хватает просто на жизнь, то есть уже не разгуляться. Я как-то, знаешь, зазнался, что ли, не то, что зазнался, а в общем, в какой-то момент я просто понял, что я уже все знаю. И вот это уже плохо. Ну и плюс к тому я начал еще и алкоголь употреблять. И вот алкоголь он меня очень сильно откатывает. То есть, когда ты выпьешь, на следующий день, вы сами знаете, кто пьет, понимает, а кто пил, тоже знает. На следующий день ты вялый. Ты просто вялый писюн. Вот. И все твои амбиции, все твои мечты, желания и цели, они как-то идут куда-то на дно. Ты про них забываешь. Ты уже становишься каким-то таким земным, что ли, не знаю, как-то недалеким, недалеким становишься. Вот каждый раз еще хожу по этому месту и все время хочу показать, как здесь происходит стирка вещей. Тут еще люди моются, бывает. Hello. Yeah. Little. This is my wife, you know. Yes, good. Laundry, yeah? Yeah, laundry. You have laundry? Yeah. Where you come from? I'm from Russia. Russia. Yeah. Nice. Ukraine. Yeah, I know. Good Ukraine. Yeah. When you coming to Bali? Already I live here 7 months. So, how many months? 7. Oh, 7 Oh, months 7 already. months. Yeah, level 7. Already? Yeah, Oh, long time. I live here. В общем, приветливый народ, мне это очень нравится. Приезжайте. Я говорю, как в деревне вот живешь. Петухи. Понял. Петухи, курицы, свиньи хрюкают тут. Это просто у нас тут район такой. Более, знаешь, далекий от центра. Если в центре живешь, то там пробки, понял. Суета, конечно. Тут как вот в деревне, на окраине.
сука, наснимался, блядь, на 4К. В поисках пиздатого кадра он ёбнулся вот здесь прям. А, блядь. Ладно, пойду домой обосранный, как чукчик, блядь. Сегодня день у меня довольно-таки продуктивный в плане медитации и познания себя. Короче, сейчас приехал на какое-то сканирование моего организма и узнаю, ну, грубо говоря, где у меня что болит, где мне что нужно подлечить и так далее. Меня встретили, повели. А как называется эта штука? Травмоскоп? Кроуноскоп. Угу. Так-то красиво у вас здесь еще бассейны такие прям. Ярусы. Мы посмотрим энергосостояние всех твоих систем, ну, я имею в виду пищеварительная, эндокринная. Угу. По психосоматике разберем тебя и по векторной психологии немножко пробежимся, кого роль ты сейчас играешь и какая на самом деле ближе к тебе. Угу. Так, Гриша, рост свой знаешь? Рост, да, 1,78 м. Угу. Вес 83 килограмма. Подскинул маленько на баре. Точный анализ сделаем все 10 пальцев. Угу. Получается, здесь мы сканируем палец, там мы смотрим, чтобы он было все Чтобы ровно. ровненько было. Все хорошо. И все И 10 мы сразу пальцев. видим диаграмму. Угу. Классно. Системы, которые в энергодефиците. Вот я. Это ты, да. Слушай, площадь энергетического состояния 54 тысячи. Это для крупных городов, для активной жизни. Показатель средний, хороший, но не с потенциалом человека, потому что желательно, чтобы он был порядка 70 тысяч. В общем, диагностика закончилась. Я вышел как будто бы от психолога, я не знаю. В общем, суть в том, что здесь прорабатывается все. Тебя видно насквозь, твою энергетику, что у тебя где болит, что тебе нужно подтянуть. В общем, вот, но это не для всех, я вам так скажу. Точнее, это для всех, но не каждый это поймет и примет. Я это принял. Это очень интересно. Ну чё, ко мне в гости зашел здоровяк. Хуй его знает. Так-то они не опасны, но все равно здоровяк. Здорово, бро. Как сам? Maybe you want go out? Братиш? Куда пошуршал? Ну, походу спать с ним придется. Никто не хочет больше зайти в эту квартиру. Тусуйся. Хавай комаров, блин. На меня не нападай. Собственно, сейчас я уже нахожусь на Бали, но тут меня тоже преследуют эти же мысли. И находясь в шикарном месте, в Убуде, казалось бы, райское место, почему бы там не остаться жить на постоянку? Но комфорт съедает меня. Я не могу находиться в комфорте, я не знаю, как у тебя, но у меня как-то так. И, собственно, я решил переехать в Чингу. Ну что, вот она, последняя вечериночка. Оба-на! Cheers! Вот и пришло время прощаться. Ох, как здесь красиво, как же здесь красиво, но я такой человек, которому все время нужны перемены. Когда с работы увольнялся, такая же херня была. Все комфортно, все классно, но нужно было увольняться и менять свою жизнь. Собственно, здесь я тоже выскакиваю из зоны комфорта и, собственно, покажу, чем я буду заниматься на своем новом месте жительства. Ну все, прибыл я на базу. Ну вот такой здесь вид. 2 этажа. Это небо и земля. Ну что? Ну, комнатка такая. Цена 2 миллиона 400 рупий. Включено электричество. Ну, все включено. Клининг 2 раза в неделю. Скромненькая кровать, розеточка, там то все, 3-10, телевизор, шкафчик. Вот. Собственно, ванная комната, туалет. Вот воду пропускаю, потому что, типа, давно не пользовались. Вода воняет, потому что в бойлере стоит. Здесь, типа, нормальная вода.
Ну, собственно, вот как-то так. Вот сейчас кухню еще покажу. Кухня общая тоже. Здесь kitchen. Это кухня. Здесь вот маленько, скромненько. Плитка. Раковина. Холодильник. В общем, сейчас я переехал в Чингу. Здесь вернулся друг с Сингапура, Анон, это с кем мы пизданули, собственно, с байка. Это очень забавная на самом деле история, как он приехал сюда сейчас и решил остановиться с нами здесь, вот в этом гесте. То есть это вообще простяцкий гест, стоимость его 2,4 миллиона, ну, можно договориться, мне кажется, еще. Мы еще, короче, даже не платили. Одна из целей, которую я преследую в Чингу, то есть это научиться трейдингу. Не то, что даже научиться, а просто начать на этом зарабатывать. Я уже пробовал до этого торговать, и как-то вроде бы и получалось, но в основном одна неудачная сделка перекрывает все удачные. Так вот, а дружище из Сингапура как раз-таки разбирается в трейдинге довольно-таки хорошо, поэтому я решил перенять его опыт. Ну, точнее, это он решил поделиться своим опытом. Я говорю, то есть, на самом деле, человек делает большой шаг из своей зоны комфорта тоже. То есть, это человек, который может себе позволить довольно-таки многое, но он решил остановиться в самом дешманском хостеле, ну, не хостеле, в самом дешманском гесте, как бы, и помогать нам учиться трейдингу. То есть это тоже достойно похвалы. Также я хочу тебе напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором я делюсь своими как бы мыслями. Ну, на самом деле, так лень бывает что-то туда писать. В общем, в телеге я делюсь своими какими-то мыслями, что-то делаю там, рассказываю свои там челленджи, не знаю. То есть вот. Ну что, короче, у нас первая ночь проходит охуительно. Время уже 4 часа ночи. Вот мы не спали. Проебали денег, но я проебал сколько? Баксов 30 уже. Ну вот, собственно, вот так и проходит обучение трейдингу. Да и вообще. А я английскому языку еще, кстати. День 4. Смотрим видео, заказали еду. Как настоящие трейдеры даже. Сгоняли сегодня просто только на завтрак. А сейчас вечер, ждем новости. Вот смотрим видео. Учу английский, пиздец. Вот. Say your new word, what you understand today from Russian. You remember? If I close position so early, who me? I forgot. You forgot? Долбоёб. О! Долбоёб. Короче, учим русский. Start shorting down 22,785 first price target, next one will be 22. Really start. Вот как-то так проходили последние дни за трейдингом. Времени на монтаж видео вообще не было. Собственно, сейчас уже время начало освобождаться. Есть уже какой-то опыт в трейдинге, ну и, собственно, и материал поднакопился для влогов. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Жму тебе руку, братишка. Ну а ты не забывай поставить лайк, ну и подписаться на этот канал, если еще не подписан. Ну и встретимся в следующих видео. Давай, до скорых встреч. Пока-пока.